Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас видите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 24 по 30 августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Что интересного произойдет у представителей знака Весы в этот отрезок времени. Какие карты вам сегодня выпадут. Напомню, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите ваши отзывы, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь. Кто еще не подписан, буду очень и очень рада новым подписчикам, новым зрителям и новым сообщениям под моими видео. Итак, знак Весы. Давайте посмотрим. Неделя с 24 по 30 августа, то есть практически конец лета. Последняя неделя лета. Что она вам принесет? Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Первая карта — шестерка мечей, которая здесь у вас есть. Это карта человека, который, знаете, как будто либо ищет какие-то возможности, способы изменить ситуацию, то есть уйти от чего-то сложного, может быть, негативного, к чему-то лучшему. То есть способ, как это сделать. Интересуетесь активно, как эти перемены осуществить. Может быть, ищете какую-то информацию в интернете, как здесь изображено на этой карте. Ищете свои ответы на свои вопросы, где бы то ни было. Поэтому здесь есть эта шестерка мечей, но в принципе она говорит о исцелении, о возможности поменять ситуацию в лучшую сторону, и вам эта возможность здесь дается. Так, шестерка мечей, то есть уйти от чего-то негативного к лучшему. Карта смерть, то есть уйти от чего-то, действительно уйти, чтобы возродиться, уйти от чего-то плохого, трансформироваться, поменять что-то в себе, измениться, да, двигаться дальше, или завершить что-то, закрыть что-то, что нужно закрыть, как прекратить, закрыть какую-то дверь, и чтобы двигаться дальше, отказаться от чего-то или завершить какой-то процесс, какую-то ситуацию, чтобы можно было двигаться дальше. Возможно, вы чем-то активно интересуетесь, чтобы понять, как это завершить, как это прекратить. Поэтому карта смерть. Как от чего-то освободиться, что вам не угодно, или что вам больше не подходит или не служит. И как начать новый период, соответственно, вашей жизни. Не зря здесь он называется возрождение. И страшный суд, который выпадает у вас дальше, он по большому счету говорит тоже о перерождении. Он говорит о возможности здесь перевернуть ситуацию с ног на голову. Он говорит о том, что вы здесь делаете какой-то очень важный выбор, фундаментальный, который поменяет ситуацию кардинальным образом. И для вас, наверное, обернется успехом. Хотя, в принципе, тут опять-таки зависит все от того, какой выбор вы сделаете. Страшный суд, он, возможно, и говорит о том, что ваше решение не всегда будет одобрено окружающими. Может быть, кто-то будет вас судить, осуждать, критиковать за ваше решение или ваш выбор, но вы должны поступать так, как вам велит сердце, ваша глубинная мудрость, может быть, ваши какие-то моральные установки, соответственно, потому что это решение, оно полностью ваше и отразится потом в дальнейшем на вашей жизни. Страшный суд. Итак, давайте посмотрим, что еще. Здесь, кстати, могут быть какие-то ситуации, повторяющиеся в вашей жизни, или что-то как будто напоминает о себе. Знаете, как возвращаются какие-то старые долги или вот какие-то люди в вашу жизнь, которые напоминают о себе. Здесь же есть король жезлов. Может быть, какие-то рабочие вопросы напоминают о себе. Может быть, вы здесь должны что-то кардинально поменять или какое-то решение принять, касающееся работы. Поэтому король жезлов, да. Может быть, огненного знака зодиака, лев, овен или стрелец, это как-то касается. Или это решение, этот выбор может касаться этого знака зодиака с вашей стороны. Но в целом здесь больше об успехе как таковом. Страшный суд — это успех. Король жезлов, по сути, тоже про успех больше говорит. Дальше двойка кубков. Это карта партнерства, это карта
партнерских отношений как таковых, и рабочих, и романтических, дружеских, неважно, это пара. Двойка кубков — это парные отношения, где, скорее всего, царит взаимность и ваше желание договориться, помириться, если вы с кем-то в ссоре, и вы чувствуете, что вы в состоянии это сделать, потому что вы как будто понимаете друг друга, вы понимаете друг друга как родные души, родственные, может быть, если вы друзья, или здесь, если речь идет о романтических отношениях. Может речь идти о том, что решаются какие-то вопросы, связанные с вашим ребенком, потому что это еще очень детская карта. Может быть, вы здесь по двойке кубков едете, кого-то поздравляете с днем рождения, с праздником каким-то, здесь они обмениваются подарками. Такой тоже вариант может быть. Именно в этой колоде здесь так вот она изображена, эта карта. И здесь также паж кубков есть тоже как хороший шанс, возможность выстроить хорошие, крепкие парные отношения с кем-то или доверительные отношения с вашим ребенком как-то, или какие-то хорошие шансы на романтическом плане какие-то вам выпадают по пажу кубков, или какие-то хорошие новости вы получаете касаемо партнерства как такового в принципе, или какой-то шанс вам дается здесь хороший по этой карте. Карта королева Пентаклей, земная стихия, у весов может быть связана как-то с земным знаком зодиака, это Девы, Тельцы, Козероги, и также какие-то финансовые дела и вопросы, то есть что-то покупаете, во что-то вкладываетесь, оцениваете, сколько там средств у вас есть, на что нужно отложить, может быть, как правильно средства распределить, ваша работа, сколько она приносит вам денег, допустим, да, как-то оцениваете вот все эти ресурсы, все эти вопросы по королеве Пентаклей. И в целом здесь все, что касается трудолюбия, то есть трудитесь, работаете, зарабатываете деньги, вы здесь очень ответственны в том, что вы делаете, и при этом также добры, сердечны, верны своему делу или людям, с которыми вы здесь имеете дело, то есть, ну, соответственно, проявляете вот эту вот и щедрость в какой-то степени, да, и доброту, но при этом еще и практичность, очень хорошую вот такую хозяйственность по этой карте королева Пентаклей. Давайте посмотрим, что у весов еще есть на четверг, кроме королевы Пентаклей. Здесь также есть тройка Пентаклей, которая потом переходит также в тройку Пентаклей в пятницу. Возможно, здесь речь идет о том, что вы работаете с кем-то сообща, какой-то общий проект, который приносит вам деньги, либо здесь в семье как-то договариваетесь о разделении обязанностей, здесь какие-то такие вещи решаются, либо по тройке Пентаклей вы договариваетесь с другими людьми о каких-то финансовых делах, вопросах, собственно, и поэтому, может быть, здесь речь идет о какой-то даже помощи. Вам кто-то может помочь, посоветовать что-то или как-то посодействовать в каких-то рабочих делах. Может быть, вы в коллективе работаете на одну цель, и поэтому вы, каждый выполняя свою задачу, идете к общей цели, соответственно, и вот... Поэтому здесь тройка Пентаклей изображает, да, что каждый выполняет свою работу. Но все очень продумано. И тройка Пентаклей здесь в пятницу, но в принципе тоже она говорит о том, что вы над чем-то трудитесь, работаете, может быть, выполняете какую-то работу руками, может быть, даже вам это нравится, то есть это что-то такое, от чего вы получаете удовольствие, что-то вам интересное такое по тройке Пентаклей. Но и в целом это возможность договариваться с другими, может быть, подписывать какие-то бумаги о совместной работе, о каком-то вот сотрудничестве, там рабочем, да, партнерском, которая принесет деньги, то есть что-то в таком духе по тройке Пентаклей. Это самое начало, это тройка, это еще не говорит о каких-то крупных деньгах, но тем не менее вот еще и королева Пентаклей выпадает, то есть правда задействованы финансовые вопросы и опять-таки королева Пентаклей, то есть они здесь как на перекрест идут. Королева Пентаклей, тройка Пентаклей, королева Пентаклей. Да, то есть все равно акцент на деньги, на решение финансовых вопросов может быть земным знаком зодиака. Дальше идет тройка мечей, десятка и жезлов. И вот здесь интересно, потому что в выходные дни почему-то выпадают такие карты. И вот тройка мечей — это карта неприятностей, разбитого сердца, каких-то сложностей, трудностей. Что-то не ладится, не совсем хорошо и гладко. И, может быть, возникают какие-то конфликты с окружающими, может быть, какие-то разногласия здесь происходят. Пятерка кубков у вас также показывает, что здесь как будто вы разочарованы какой-то неудачей, вас она печалит, расстраивает, и для вас это как неприятность какая-то или проблема в семье, которую вы проживаете, и проживаете как-то вот очень так, ну, в негативном, да, ключе, соответственно, разочаровываетесь. И десятка жезлов, чувствуете, что на вас наваливается, ну, прямо очень много, и вам тяжело это на себе вынести. Но вам нужно быть
решительными, смелыми, настойчивыми, чтобы справиться с этой ситуацией, соответственно, справиться и вынести этот груз, который на вас наваливается. Может быть, вы чувствуете, что кто-то вам что-то не договаривает, или вы не можете договориться, как здесь вот взрослый с ребенком, не можете договориться там в семье со своим близким человеком или там со своим ребенком, как будто есть недопонимание какое-то, и вот вам из-за этого тяжело, может быть, тоже, поэтому чувствовать можете какой-то груз из-за этого также в воскресенье. И тут же карта страшного суда снова выпадает, то есть, возможно, здесь напоминает о себе какая-то проблема из прошлого или что-то дает о себе знать, что вы должны были сделать, но не сделали. И это как будто на вас наваливается таким грузом. Также по страшному суду вы можете получить какое-то как воздаяние за свои действия, которые были в прошлом. Может быть, вас кто-то осуждает за что-то, что вы сделали, может быть, неправильно, как люди считают. Или вы здесь страдаете из-за какого-то своего выбора, возможно, который вы сделали, да, соответственно, сейчас можете из-за этого нести больше нагрузки на себе или какой-то больше ответственности, соответственно. Карта «Страшный суд» и карта «Десятка жезлов». Десятка жезлов. Ну, в любом случае здесь, да, вот это вот ощущение груза на вас, но возможность переродиться, изменить эту ситуацию. Может быть, для кого-то даже как возможность сбросить с себя этот груз, сделав определенный выбор. Прийти к успеху, сбросьте этот груз, если вы правильное решение будете принимать здесь. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов, мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего, берегите себя и до скорого!